Ребята, всем огромный привет! У меня сегодня вот такой вот ай-яй-яй. Этот ай-яй-яй не сегодня, но сегодня я заметила, что совсем очень ай-яй-яй. Видите? Это моя любимая орхидея. Она вот собралась цвести в очередной раз. Это специоза. Она похожа на тетрасписы, из вида тетрасписовых, наверное. Короче говоря, она как-то так всегда была такая, знаете, не особо зеленого цвета, но это что-то вообще приболело. Сейчас она у меня после обработки, после первой. Сейчас расскажу, чем обрабатывала. Даже вот дала второй цветонос, я порадовалась. И вижу, что бутончик один упал, и вот очередной бутончик собрался падать. Я не могу понять, я спонж намочила спиртом, прошлась с двух сторон по листикам, ну, кроме вот пыльного следа, никакого рыжего налета не было. То есть и нету таких явных признаков, как после клеща покусы. А может, это и есть покусы. В общем, что я сделала? Я не знаю, чем это закончится, но хочу с вами поделиться, и мы будем наблюдать, поможет ли это. Как-то в комментариях мне зрители писали про коллоидную серу, да? Коллоидную серу. В общем, я ее купила. Аж почему я ее купила? Потому что у нее одно из свойств – это борьба с клещами. Именно с клещами на всех стадиях. Можно делать обработку до 5 раз, но не более 5 раз в сезон. И она еще очень хороший фунгицид. Я понеслась, побежала, помчалась на наш рынок, в торговые ряды, там, где можно приобрести все для сада, огорода. И представляете, я только в одном месте нашла это средство. Оно в виде порошка. Очень тяжело его разбавлять. Надо сначала в маленьком количестве теплой воды, потом постепенно добавлять. В общем, я обработала ее коллоидной серой. Так она у меня здесь висит, подальше от всех. И весь стеллаж с орхидеями, возле которого она находилась, я тоже по 2, по 3 горшка относила в ванную и пробрызгивала. Как обрабатывала в пульверизатор по листу и по грунту. В общем, ребята, не знаю. Посмотрим, что будет дальше, начнут ли отваливаться листья. Но желтизну приобрели не только листья, даже цветоносы, вот мне кажется, немножко пожелтели. Даже, мне кажется, корни стали такого. Сейчас не видно, я их намочила. Я и пролила немножко коллоидной серой. Кстати, коллоидной серой можно поливать. Ребята, вот это не первый раз. Я для профилактики пару подозрительных орхидей тоже проходила по листу коллоидной серой. Ну, не знаю, посмотрим. Меня подкупило то, что это 4-я по безопасности группа по токсичности. То есть она для людей относительно безопасна и для животных, и что можно ей как бы воспользоваться в домашних условиях. В общем, говорить можно много. Посоветую вам, почитайте. Кто пользуется, расскажите. Кто давно уже пользуется, у кого есть опыт. Ну вот 5 раз можно за сезон. В каком интервале, ребят, не знаю. Но можно поливать. Орхидеи очень любят полив подкисленной водичкой. И вот сера, она подкисляет водичку. В общем, не знаю, что случилось с моим фаленопсисом. Видите, вот. Возможно, это какая-то бактериалка, я не знаю. Но вот это усугубилось после 2-го полива Актарой. Понимаете? Дала ли Актара такой вот... Ну, это вот единственный фаленопсис из всех политых Актарой, который вот резко начал вот так себя вести. Листья не отваливаются, ну вот так происходит. Какая-то мраморность, непонятно. Не стоит на прямых солнечных лучах, я его даже специально отодвинула подальше от окна. Вот он цветет так интересно, видите?
Он тут у меня, понимаете, в тех помещении находится. Я, получается, наблюдаю с удовольствием за его цветением. У него красивый, я вставлю здесь фотографию, цветочки. Не хотелось бы потерять этого красавца, эту красавицу специозу. Вот так вот несколько лет, уже года 3, наверное, или даже 4, вот так продолжает расти цветонос. И постепенно наращивает и наращивает свою длину и цветет. Ну, вот такая наша история сегодня. Завтра посмотрим, что будет завтра. Буду держать вас в курсе. Она мне тут на подвесе висит, бедняга, обсыхает, выздоравливает. Но она уже обсохла, ну, надо нам выздороветь. Я очень надеюсь, что коллоидная сера нам поможет. Так, ребята, как там наш больной? Как он тут ночевал после серы? Ну, вот как-то так. Ни лучше, ни хуже. Слушайте, я сейчас хочу еще раз обработать, но уже не серой. Я совсем забыла, что у меня есть квитофор от разных болезней. Целый бутылек. В общем, надо сейчас побрызгать по листу. Сейчас я ее сниму, побрызгаем. Вы знаете, я думаю, что вот это вот было у нас очень влажно, что, скорее всего, эта бактериалка села после очередного полива. Она, видимо, была не просохшая. Я не думаю, что это вирус, что она поражена вирусом. Для того, чтобы узнать, вирус это или нет, надо целые лабораторные произвести исследования. Но у нас такой возможности нет. Короче говоря, сейчас мы ее будем лечить. А в следующий полив я, возможно, применю привикур. У нас магникур он называется. Но сейчас вот несколько раз квитофором я пробрызгаю. Так, что тут пишут? Лечение. Так. Что тут? От чего сначала мы посмотрим? Белая гниль, серая гниль, трахеминоз, антрактоз, мучнистая роса. В общем, тыры-пыры. Первые признаки, конечно, я пропустила. Я сразу ее нашла в таком состоянии. Надо обрызгать листья на расстоянии 20-30 сантиметров. И через 10-14 дней повторить повторно. А вот растения, которые мы принесли из магазина, надо профилактически брызгать. В общем, квитофор рекомендует 2 обработки. Сейчас попробуем. Ребята, я ее поставлю в тазик. Вот так вот. Будет она в таком у меня тазике. Здесь, конечно, не очень хороший распылитель. О, она открыта. Я сболтну на всякий случай. Так, на расстоянии 20-30 сантиметров. И цветонос обработаю. И листья я обработаю, конечно же, с обратной стороны тоже. Немножко неудобно, но сейчас я возьму штатив. Так, ну все, теперь сподручнее. В общем, она у меня отдельно от всех. Кто-то бы уже выбросил, сказал, нет. Но мы ж не ищем легких путей. Вы знаете, вот она, и как и все цитрасписы у меня, вот в моих условиях. Слушайте, я ее так прям забрызгала. Мощно. Не сильно-то и спешит расти. В том плане, что очень медленно, сейчас она стечет, очень неохотно выдает новые листья. И здесь такое вот случилось, непонятно что. Причем она у меня, в принципе, одна такая. Но есть у меня еще парочку орхидей и, кстати, метушек, у которых вот странный такой цвет листьев. Очень странный. Там сам лист тоже такой не очень салатовый. И там такие какие-то, да, как вам сказать, неоднородная окраска листьев. Надо будет тоже их пролить магникуром и пробрызгать квитофором. А я не знаю, что, девочки, в квитофоре за действующее вещество, что они там добавили. Может, это тут надо, может, увеличить, поискать, почитать. Ну, обычно это держит
тайне, да? Написано, что двойная сила и лечит, и усиливает иммунитет. Ну, будем верить. Вы знаете, когда я ее купила, помню, я была в эпицентре, и я думаю, так, мне нужно средство от вредителей. И я машинально схватила, не посмотрев на этикетку, вот не посмотрев на эту наклейку. И когда уже вышла из магазина, оплатила и увидела, что там грибы нарисованы, что это от болезней, от хвороб-то гнили. И я такая, и вот теперь, знаете, иногда и надо такое средство иметь у себя под рукой. Уже разведенное, чтобы раз-два нанести на листья и знать, что ты произвел обработку. Значит так, 10 дней без обработок. Но в эти 10 дней, возможно, она не просохнет, если просохнет, надо будет ее перевикуром залить. А вы скажете, как тогда понять, от чего ей стало легче? У нас комплексное лечение. Да, вот ужас и кошмар, который творится на листьях, ну, ничего не сбрасывает, кроме новых бутонов, которые начали формироваться вот на новом цветоносике. Я думаю, девочки, что это присел грибок, скорее всего. В общем, продолжаем вести наблюдение и продолжаем лечение. Друзья мои, прошло 3 суток после того, как мы обработали по листу квитофором от болезней. Ну вот как-то так. Вы знаете, у меня все мои домашние, кто нечаянно обнаруживает вот это вот растение в таком состоянии здесь на подвесе, все прибегают и говорят, ты видела, что там у тебя с орхидеей, ты видела? Я говорю, видела, не знаю, что с ней, но я ее лечу, не знаю, чем это закончится, пока еще здесь очень мокро, я жду просыхания корней, я хочу залить магникуром, вот так вот развести и замочить, и напоить магникуром. Но так как сейчас очень влажно и она напоена, поэтому я сейчас ничего не проделываю. Даже выжидаю 10 дней, а возможно это будет неделя для повторной обработки квитофором. Не знаю, поможет, не поможет, посмотрим. Потом и серой обработаем. Ну, в общем-то, даже еще не сбросила бутоны. Ну, вот видите, даже какое поражение. Даже на цветоносе, на листьях. Что-то бактериальное кажется мне. Девочки, так сказать, скрестим пальцы на удачу. Надеюсь, у нас получится его как-то реанимировать. Ну, если нет, так нет. Ну, вот видите, лист хоть и пожелтел, но еще не отпадает. Нарушено, значит, движение сока, заблокировано какими-то грибками, которые разрушают межклеточное пространство клеток растения, так я это представляю, и идет полное отмирание, поражение листиков. Вижу, что этот лист тоже начинает уже вот так приобретать мозаичный такой цвет. Знаете, я думала, может, еще от вредителей в очередной раз его обработать. Может быть, это клещ. Может быть, даже обработаю сейчас еще раз от вредителей по листу. Вот буду использовать Доктор Хелп от разных насекомых. И вот сболтну его. Могу вам сказать, что лишним не будет. Ну, иди знай, что с растением. Кто стал виновником? Сейчас я его сниму и со всех сторон обрызгаю. Так, ребята, сейчас будем обрызгивать по листу. Я, конечно, очень-очень переживаю именно за это растение, потому что я именно это растение меньше всего хочу потерять. Но я понимаю, что если орхидея уже решила, то так оно и будет, возможно.
Ну вот я хорошо набрызгала прям от души. Ничего лишнего не бывает. В общем так, друзья мои. Вот такие мы набрызганные. Теперь здесь стоим. Ребята, привет, у нас постоялица. Вы поняли. На недельки на 2 нам разрешили посмотреть за кошечкой. И вот она только прибыла, это ее лежаночка, она вот так любит лежать под пледиком. Игрушечки ее здесь, переносочка с матрасиком. Теперь надо ее найти, это непросто. Она не ходит вот так в лоток, мы насыпали, конечно, ей. Она ходит в ванную на вот это сливное устройство, так приучено. Вот ей здесь мы с хозяйкой насыпали кушать, и влажный корм, и сухой. И вот осталось теперь, хозяйка уехала, ей надо срочно было уехать за границу, а я вот теперь ищу. Кс-кс. Мурочка, Мура, кс-кс-кс-кс. Ты где? Она прячется. Для них очень большой стресс, для котиков, поменять место жительства. Они не привязываются. Где же она спряталась? Не привязываются к человеку, они привязываются к месту. Я не могу ее найти. Мура, кс-кс-кс-кс. Ты где? Одно вам могу сказать, что это шотландская, такая голубенькая. А у меня, знаете, что сейчас произошло? Ветер дунул, и мой сильвер-доллар улетел вот отсюда, вот с подоконника. Все, теперь я его вот здесь вниз поставлю. Тут солнышко есть. Но, слава богу, не сломался. Я в шоке. Это я тут сейчас буду убирать. Обратно засыплю. Девочки. Сын смеется, говорит: мама, это не кошка. Я говорю: ну да, появилась особа, на которую можно все свалить. Это сквозняк. Мой красавчик Сильвер. Мне кто-то там писал: хуи в ожогах. Ну, это такая реакция на солнышко, ухой. И вот она, кстати, эта хуечка здесь на затенении стоит, да, под притенением. Но все равно она, это притенение не спасает ее от загара. Девочки, я вам так хочу показать Мурку, так ее звать. И сама с ней хочу поиграться. Она вроде как и играться должна, и все, но она сейчас в стрессе. Я говорила хозяйке, я говорю: Светик, может, что-то ей надо успокоительное, может, какой-то спрей, какие-то капельки. Кто у нас еще цветет? Цветет у нас Сейн, красавчик. Цветет у нас желтенькая красивая орхидеечка. От нашей великолепной белой шапки цветов осталось совсем чуть-чуть, но она доращивает бутоны там-сям. Я посрезала вчера вот здесь цветонос, срезала вот здесь, подкоротила. В общем, пениф цветет, красавчик. Девочки, у меня с утра столько приключений и знакомства с кошечкой. Это пират. Пират выдал в очередной раз какую-то кракозябру. Он всегда на дорощенных начинает вот эти вот свои мутации. И вот это вот и хуя свалилась. Короче, обычные дела. Так, мой красавец Magic Art. Я, кстати, вчера поливала здесь орхидеи, потому что заметила, что они подсохли. Так, хуечки мои здесь тоже растут. Растут, цветут и радуют. Так, кто здесь у нас еще? Кстати, ну здесь пока солнышко, не буду подсветку включать. Девочки, вот эта новая хоя, что приехала, 260 у нее номер. Она не подписана. ЕТС, ЕПС, ЕПС 260, да? Вот такие корни после моей пересадки. Ой, я сильно увеличила. И смотрите, какой красивый пошел у нее лист. Новый.
новый лист. Так, что такое? Фу, сквозняк. Я уже, наверное, вот эта штора избила мой сильвер. Я ее слишком низко опустила, и она до держателя, видать, дотронулась, и поэтому свалился кустик. Блин. Короче говоря, видите, вот тут у меня пошел новый рост. Точка роста активировалась. Доцветает вот эта красота. А вчера у меня было вдохновение, и я из мха в пологрон пересадила красавчика. Вот так вот. Это Леолин Sparrow Cat. Так, а где мой кэт? Мурочка! Девочка! 14 лет кошки. И вот эти стрессы, конечно... Ну, я думаю, она, конечно, привыкнет за пару дней. Но Света, хозяйка, говорит, что боится мужчин. А у меня аж 3 мужчин. Ой, смотрите на моего красавца Юкидана. Сейчас Костя вообще со школы прибежит, он такой шумный, бах-трах, да-дух. Ну ничего, ничего. Она со Светой вдвоем живет в тишине и покое, а у меня здесь еще и попугай кричит. В общем, бедный котик. Надеюсь, что не заболеет на нервной почве. Все будет хорошо. Так, вот этого надо красавца тоже пересаживать. Девочки, здесь вот тоже уже безобразие. Но еще пока не падают. 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 Потихонечку отцветают. Тошика Коши молодец. Тошика Коши цветет. Тамара, кстати, доращивает по 2-3 бутончика. Кстати, как там ее деть? Деть растет. Так, бабочка Кимоно тоже доращивать. Я думала, она уже все, нет, доращивать. И вижу, что надо уже поливать. Так вот, нежданно-негаданно прошлась по стеллажу. Вот этот мне, конечно, очень нравится. Очень красивый. Очень красивый. Прям великолепный. Смотрите. Белоснежный. Я вам рассказывала, кто-то из девочек написал, что это Пуаро. Совсем нет. Есть схожесть, но минимальная. Только лишь в том, что это биглипы одной цветовой гаммы. И даже вот губа другая совершенно. И петали вот так друг на друга у него заходят. Это знаете кто? Этого знаете кто? Надо уже пересаживать. Надо пересаживать. Горшочки я купила. Чарминг Панда 1224. Я, кстати, вчера зашла у себя под домом в магазинчик и неплохо на 3 горшочка отоварилась. Не горшочка, а этих кашпо. Так, девочки, идемте искать кошку. Я решила ее не искать, она сама выйдет, когда захочет. Правильно, девочки? Ну, что ее искать? Когда захочет, выйдет. Смотрите, я сюда притащила сплэт. Он начал расцветать. Такой красавчик, да? Здорово. Хочу на него смотреть. Так, а ну давайте с этой стороны вам его поставлю. Покажу. Немножко мне не нравятся его листья. Они с самого начала такие какие-то странные. Хоть и подкармливаю. Детеныша сняла отсюда. И вот он такой сочный, интересный, яркий. Не то сплит, не то сплэт. Что-то я уже не припомню. Такой классный. Вы знаете, что я тут вчера делала на этом новом стеллаже? Перестановку. В общем, я свои метушки сюда принесла. Я принесла сюда, поставила здесь Гиган Драгон Личи. Вот он. Я вам его показывала в предыдущих видео. Он красиво так растит корневую в такой вот системе закрытой. Видите, внизу камни, ну, вот эти крупный керамзит, потом мох с корой вперемешку и с кока-чипсами. И вот он здесь растет. Не так, как хотелось бы, прям так, чтобы сильно крупные листья были. Ну,
растет. Так, вот это тоже от Мету. Это Purple Princess, по-моему, или нет? А ну, подождите. Мету... Драгон. Мету Purple Dragon 277. Да. Ну вот он, по-моему, он в 1,7 приехал. И вот постепенно, вот здесь вот он осваивает горшочек неплохо, так корешками. Ну, растет. Растет, надо поливать уже. Я вчера не стала поливать, думаю, пускай сутки постоят здесь. Ну, как бы они влажноватые. И вот этот мой король. Мету Кинг написано, но он как-то, знаете, он такими яркими ягодными цветочками цветет. Мне написали, что это Мету Сан все-таки. Я поставлю вам здесь, не поставлю, а прикреплю фотографию. И вы посмотрите, кто знает, напишите. Ну, он, конечно, вау. Листья у него такие. В общем, приехал он со стеллажа из кухни сюда. Будет здесь пока находиться. А вот это ж новичок вчерашний. Обработала его и поставила здесь. Нет у меня больше места. Смотрю, что кошка не появилась. Но я вижу, что вот немножко во время транспортировки нижняя, видите, треснула нижняя сепалия. Вот только сейчас увидела, она загнулась вот так. Но ничего. Главное, что мы с вами увидели, как он цветет, этот Мету Гигант Драгон Свити. Классный. В общем, он здесь. Здесь у меня еще тетраспис бутончиками обрастает. Вот у него тут, возможно, ответвления пойдут. Кстати, я заметила, что тетрасписы любят полутень. И вот в полутени они становятся позеленее. А когда у меня на солнечной стороне стоят, прямо желтеют сильно. Но это не касается моей специозы, которая вообще пожелтела. И я сейчас ее пытаюсь вылечить. Вот это интересная орхидея из сельпо. Классная. Потихоньку доращивает. Видно, что у нее в роду кто-то такой, знаете, непростой. Но она, в принципе, ароматит, ну так, чуть-чуть. И принесла сюда двух своих медведей. 2 медведя сюда приехали. Бир 1. Не помню, цвел этот бир или нет. По-моему, этот бир еще не цвел. И бир 2. Бир Кинг. Он совсем не Кинг пока еще. Совсем малыш. Тоже еще не цвел. Вот 2 мишки, а 3-й мишка у меня на стеллаже остался. Он, кстати, уже цвел и цвел очень красивенько. Ну и хоечки здесь. В общем, все, иду. Еще. Она вроде как от Алюры. Но Алюры это Ruby Diamond. Цвела уже. Вот сейчас тоже бутон дует. Классный такой насыщенный цветок. А у Мету это Мету Кинг. Мету Кинг, либо Алюра Ruby Diamond. Но я покупала как Алюра Ruby Diamond. Вот еще один цветонос у нее. То есть она дает несколько цветоносов. Ой, корни. Несколько цветоносов дает. И на каждом цветоносике по несколько цветочков. В общем, вот такие вот, ребята, дела. Так, здесь у меня еще цветет мой красавчик. Ну, уже выцветает. Доцветает. Сога Лоуренс. Пахнет колбаской. Не знаю, или сырочком. И сырочком, и колбаской. Величина цветка у него, конечно, поменьше, чем у этой красоты. Ой, смотрите, как здорово. Как здорово. Как по-летнему, да? Как по-летнему. Вот все-таки хорошо, что человеческий глаз различает цвета. Это так здорово. Это просто наслаждение. И когда еще аромат приятный. Но здесь мне он раньше был непонятен, а теперь он приятен мне. Не знаю. Так, и сейчас я вам покажу и с вами посмотрю. После пересадки тут у меня орхидея. Она пересаживалась в начале весны. Мы с вами пересаживали. Ой, а кто же это? Это какая-то вот малоизвестная. Она такая
интересная, похожая вот на эти все яблоки, она цвела. Но это цветонос от садовника, по-моему, да, и дома не цвела. И вот, видите, после пересадки выдала цветонос. Сначала было непонятно, цветонос это или детка, но вроде цветонос. И давайте посмотрим картину по корням. Вот здесь просто вот тоже вот кашпо это с выступом. И там крупные куски коры, фрагментально кокосовое волокно чуть-чуть мы с вами туда положили для аэрации. И живой мох. И вот корни, да, доросли до низа, причем очень шустро. Очень даже шустро. Видите, им нравятся, орхидеям нравятся вот такие посадки. Закрытая система, кора средней и даже крупной фракции, чтобы там ходил воздух, а мох держит живой, удерживает влагу. Ну и сверху я здесь немножко... А что там такое? А, это корешок зеленый. Немножечко я еще мха положила сверху. И она вот и лист растит, и корней нарастила, и цвести собралась. Так вот. Так что в моих условиях этот вариант очень даже неплохо. Я, наверное, точно так... Ой, я ее только недавно полила. Видите, там болтыхается водичка у этого красавца. Пока не пересаживаю Сога Лоуренса. Вот он еще в этой посадке от садовника в горшочке. Ну, девочки, там хорошая кора. Я смотрю, такая миленькая, хорошая. Я думаю, мы пропетляем еще лето в этом сарафане. Я думаю, что ему еще достаточно. Так, сейчас я тут поближе к свету тоже подвину. У меня здесь липучка еще висит. Кстати, на Тему заказала такие липучки, которые в горшок вставлять, желтенькие бабочки. И они мне что-то не добавили в заказ. Или я так невнимательно смотрела. И когда распаковала, я вам показывала, вообще я не обнаружила их. Я даже не задумалась, что их нет. То есть, блин. А потом я какое-то видео смотрела про насекомых, про вредителей. И меня осенило, думаю, а где мои вот эти липучки? Давай смотреть заказ, и вижу, что в корзине осталось, а в заказ мне не добавили. Что-то непонятно. И не предупредили, и ничего. Так, смотрите мой фармари. Жду еще одного фармари. Скоро приедет. Здесь, представляете, вот только ж недавно цвел, месяца 2 назад. Опять вижу один цветонос на старой бульбе. И где-то, вот он вот так появляется. Видите, такая зеленая пимпочка. И где-то я еще видела. И, по-моему... и вот здесь. И вот здесь, видите, вот. Вот, второй цветонос. Мы будем цвести. Короче, приехал 1.06.23, 2.06.23 я его перевалила, пересадила. Мне понадобилась только ночь, чтобы вынести решение о его пересадке. И с тех пор, уже 2 года, он у меня цветет и радует. Он молодец, житель бельевых веревок. Ему тут нравится. Я вот так вот его тут устраиваю, и он тут на подвесе висит. В общем, а эта вся конструкция и эти растения здесь только на лето. Так, ну что, ставим обратно, идем искать. Или не будем искать. Мура! Кс-кс-кс. В поисках кошки. Так влоги назову. В поисках кошки. Тут аллокейжн мой. Алаказии. Вот тут смотрю, смотрите, девочки, кто с алаказиями знаком. Это что? Это корень? Он что-то наверх растет. Или это детка его? Наверное, корень. Это мой, как он называется? Забыла. Такое название на «С». В общем, классный. Такой лист у меня вырастил. Вообще молодец. Как же он называется? Все, надо все, короче, подписывать, иначе вообще, иначе памяти уже нет. Так, ну все. Найду кошку, познакомлю. Ну ты плачешь. Ты
такое, моя хорошая? Кушай, кушай, Мурочка. Кушай, моя девочка, кушай. Кушай, водички попей. Ты моя красавица, ты вышла? Да, иди сюда, иди. Ты боишься? Ну выходи, не будем знакомиться, давай. Ну что ты плачешь? Мама уехала твоя, да? Ну ничего, ничего. Моя ж ты ласточка, ну чего? Ну иди сюда, давай будем знакомиться. Давай. Боже мой. Да, я маслом, как мама твоя, намазалась. Да, я тоже пахну маслом. Куда ты пошла? Куда ты пошла? Иди сюда. Что-то она в зал убегает. Иди, не прячься. Прячется, прячется под диван. Ну-ка выходи, будем знакомиться. Чего ты прячешься? Водичку есть. Иди попей водички. Кис-кис. Ну, боится. Глаза горят. Ну, оставим в покое. Кажется, мы уже подружимся. Мы уже попросили кушать. Вот так вот. Умничка девочка. Кушает. Умница. Хорошая девочка. Подошла к кулечку с кормом, просит. Моя девочка. Молодец. Кушай, кушай. Никто тебя не обидит, не бойся. Умничка. Кушай. Все рассматривает, ей так интересно, новые запахи. Но я наношу на себя масло, и она сразу чувствует это масло, которым хозяйка пользуется, и сразу выходит, и ей спокойнее. Вот так вот чудеса эфирные происходят. Да. Ты чирикаешься, красота. Кошка в доме, понимаешь? Дочирикаешься, останешься без хвоста. Аларм, кошка в доме. Кошка тебя еще не нашла, так что сиди тихо. Ребята, у нас вторая процедура при помощи коллоидной серы. Я ее обработала. Еще пока живы. И вот прям смотрите, она в двойном горшке. Прям этот раствор налила, пускай и корнями напьется. Вы помните, мы один лист отсюда сняли, который полностью пропал. Ну, следующие листья вот так себя чувствуют. Вот такая картина. Вот сейчас будет, вот сейчас произвожу вторую обработку коллоидной серой. Надеюсь на нее как на хороший фунгицид и как препарат, работающий против клеща. Слушай, какая ты красивая и ароматная. Ну, приболела немножко. Заодно и лечим, заодно и профилактируем. И профилактика от вредителей и лечение от заболеваний. Посмотрим. Ну, вот так это выглядит. Не знаю, ребят. На сегодняшний день это вот так. Спит. Сладко спит. А ночью будет бродить, да? Можно я тебе положу? Ой, ты моя холюсь. Ты моя холюся, девочка. Спи, спи.